Здесь все становится чуть комфортней, и можно просто наслаждаться поездкой. Эта машина умеет и то, и другое. Она может быть очень агрессивной, выдавать всю свою мощь и показывать настоящую динамику. Но может быть и автомобилем для спокойных поездок. Просто едешь, знаешь, что запас мощности огромен, хотя использовать его не обязательно. Здесь возможны оба варианта. Почему Ferrari так успешна? Потому что она продает истории. И история этой машины. Выйти из красивого отеля или собственной виллы, надеть солнцезащитные очки, увидеть перед собой элегантный автомобиль, сесть за руль и просто наслаждаться жизнью. А в чем именно история Феррари Амальфи? А в чем именно история Феррари Амальфи? Снаружи, внутри и, конечно, за рулем. Где здесь то самое чистое удовольствие от вождения? Именно это мы сегодня постараемся вам передать. С Томасом авточувства, в 4К на весь экран и без купюр. Особенно мне нравится, насколько элегантны и плавны здесь линии. Ferrari выпускает очень разные машины. Настоящие суперкары и гиперкары. А это GT. Преемник Ferrari Roma. И он не кричит. Все смотрите, у меня Ferrari. Это Ferrari, которую покупают, чтобы ездить каждый день. Все-таки это GT Grand Tourer. А значит, комфорта должно быть достаточно. Но достаточно ли его на самом деле? Скоро узнаем. Еще один интересный момент. Смотришь на этот V8 и думаешь, сколько же это стоит. Наверное, что-то запредельное. Но это Ferrari начального уровня. Фактически входной билет в мир новых Ferrari. Разумеется, есть и программа сертифицированных автомобилей с пробегом. А эта машина без дорогих опций стоит около 250 тысяч евро. Да, именно так. При особых пожеланиях. Цена легко доходит и до 350 тысяч. Но если взять одну из готовых конфигураций, стартовая цена будет примерно такой. И по меркам Ferrari это сравнительно немного. Поэтому не забывайте, перед нами начальная Ferrari. Перед нами Ferrari Amalfi в цвете Rosso и Mola. У Ferrari есть разные оттенки красного. И сегодня мне, конечно, хотелось показать эту машину именно в красном. Посмотрите, какой здесь длинный, действительно очень длинный капот. Под ним расположен V8. Но это не совсем обычная переднемоторная компоновка. Ferrari называет ее передней среднемоторной. Двигатель сдвинут как можно ближе к салону и установлен максимально низко. Кроме того, здесь схема Transaxle. Коробка передач находится сзади. Двигатель расположен низко и ближе к центру. Коробка на задней оси, поэтому массу удается лучше распределить между передней и задней частью. Несмотря на тяжелый V8 спереди. Очень интересное техническое решение. Колеса здесь 22-дюймовые и всегда кованые. Доступны разные варианты дизайна. Этот выглядит особенно уместно и все еще элегантно. Сбоку огромный герб Ferrari. И посмотрите на эту характерную парящую линию GT. Очень мощные задние крылья. Когда ездишь на таких очень дорогих машинах, я всегда наблюдаю за реакцией окружающих. И с этой Ferrari все интересно. Кто-то может подумать, вот едет невероятно дорогая машина. Наверное, водитель ужасно высокомерный. Но здесь реакция другая. Это не вызывающий гиперкар и не гигантский кроссовер шириной 10 метров. У Амальфи очень элегантный силуэт, и люди реагировали на нее действительно позитивно. Здесь, кстати, есть активная аэродинамика. Этот элемент при необходимости поднимается и создает больше прижимной силы. Еще одна деталь, которая тоже поднимается. Опциональный лифт в передней оси. Он увеличивает клиренс на 40 мм, например, перед крутым въездом в подземный паркинг, чтобы не поцарапать снизу вашу драгоценную машину. Теперь пора открыть главное в этой машине.
Кстати, Амальфи предлагается как купе и как открытый Амальфи Спайдер. А под капотом у нас вот так. Ух ты, выглядит потрясающе. 3,9 литровый V8 с двойным турбонаддувом, 640 лошадиных сил, коробка с двойным сцеплением и разгон до 100 км в час за 3,3 секунды. А еще интереснее разгон до 200. Всего 9 секунд. Вот она, настоящая сила двигателя внутреннего сгорания. Никакой электрификации. Никакой гибридной системы. И снова видно, насколько длинный капот. Но двигатель расположен не здесь, у самой передней части. Он сдвинут очень близко к салону. Теперь это хорошо заметно. Интересно посмотреть. Ключ я уже показывал. Ручка двери здесь заподлицо с кузовом. Нажимайте на эту часть. Дверь слегка подается к вам, после чего можно взяться. Стекло, конечно, без рамки. Звук закрытия двери нормальный. Мы слышали лучше у безрамочных дверей, но слышали и гораздо хуже. Видно, как боковое стекло повторяет силуэт купе. Внутри все отделано материалами. В Амальфи, например, очень много алькантары. Мне это нравится. Здесь внутри тоже все покрыто алькантарой, и это действительно приятно. Правда, дверной карман совсем маленький. И еще алюминиевые педали. Выглядят очень спортивно. Здесь используется новая технология Brake-by-Wire. Вы нажимаете педаль, сигнал передается электронно, а дальше работает гидравлика. Посмотрим, как система покажет себя на ходу. Рулевое колесо, за ним огромные подрулевые лепестки. И на самом руле снова появились настоящие кнопки. Слева вернулась кнопка запуска и остановки двигателя. И здесь тоже обычные физические клавиши. Это, кстати, результат отзывов клиентов Ferrari. Вот этот переключатель отвечает за режим движения. Эко, комфорт, спорт и другие. Он вдохновлен Формулой 1. Но связь еще прямее. Ferrari говорит, что идея восходит к Михаэлю Шумахеру. Когда он пилотировал болид Ferrari в Формуле 1, ему хотелось сохранять максимально спортивные настройки, но на неровных участках трассы иметь возможность немного смягчить подвеску, не меняя все остальное. То есть двигатель, коробка и остальные системы остаются в спортивном режиме, а подвеска становится мягче. Позже эту идею перенесли и в дорожные автомобили. Очень красивая история. Прежде чем подробнее осмотреть кокпит, поговорим о схеме 2+2. Переднее сиденье можно сдвинуть вперед электроприводом, но сзади место либо для детских кресел, крепление Isofix здесь есть, либо для пары рюкзаков. Когда впереди сидят взрослые, места сзади практически не остается. Поэтому это именно схема 2+2, как ее и называют. Здесь можно выбрать автоматический или ручной режим коробки, задний ход, рядом аварийная сигнализация. Впереди подстаканник с изменяемым размером, площадка беспроводной зарядки, похоже, не охлаждается. Кнопки стеклоподъемников вынесены в центр, поэтому дверные панели остаются чистыми. Центральный экран используется в частности для расширенных настроек климата. Хотя есть и отдельная кнопка быстрого доступа. Но я бы хотел, чтобы сюда тоже вернули физические регуляторы. Здесь же включается лифт передней оси. В остальном функций в мультимедиа не так много. Чаще вы будете пользоваться Apple CarPlay или Android Auto. Экран расположен довольно низко. И кажется немного медленным, скажем так. Ferrari хотела сохранить чистый дизайн панели и хороший обзор вперед. Но когда нужно взглянуть на навигацию, экран находится слишком низко. Приходится сильно опускать взгляд. Это нужно отметить. Низковат и подголовник. Он явно не рассчитан на высокого немецкого Томаса ростом 1,89 м. Над головой место еще есть, но ради безопасности подголовник должен быть выше. Цифровая панель приборов повторяет форму экстерьера. В центре огромный тахометр. Бум-бум-бум. Вот настоящий центр всей композиции. Ах да, спидометр здесь тоже есть, просто он очень маленький. Не так уж важно. Главное — обороты. Вот это действительно важно.
Большой привет, Audi. Да, привет, Audi. Еще мне нравится, что одной из кнопок можно открыть меню ассистентов. Затем выбрать Off или Custom. Правым большим пальцем отключайте все сигналы и помощники, которые вам не нужны. И они действительно выключаются. Что касается комфорта сидений, скажем так, могло быть хуже. Посадка все равно спортивная. Сиденье плотно фиксирует тело, будто заключает вас в кокон. Но глубины подушки, на мой взгляд, не хватает. Все-таки это GT и комфорт здесь важен. Ferrari могла бы уделить сиденьям больше внимания. Особенно длине подушки. Внутренняя часть этого сиденья уже в стандарте отделана алькантарой. Мне это нравится. Материал лучше дышит и сильнее удерживает тело в поворотах. И вообще, алькантару здесь стали использовать еще активнее. Вот почему не хватает глубины. Нижняя часть сиденья напоминает чашу, а под седалищными костями должно быть больше опоры. То же самое было у Ferrari California, которую я тестировал около 13 лет назад. Сиденье тоже имело форму чаши и короткую подушку. И есть вопросы к качеству. Например, вот это. Совсем не то, чего ожидаешь от машины за 250 тысяч евро. Некоторые китайские автомобили за 40 тысяч собраны лучше. Впрочем, похожая проблема бывает и у немецких премиальных марок. Это общая беда давно существующих производителей. Им снова нужно серьезно подтянуть качество салонов. Если вы удивляетесь, почему двигатель сейчас работает, дело в 12-вольтовой стартерной батарее. Она быстро разряжается, если оставить включенным зажигание, свет, мультимедиа и другие системы. Поэтому владельцу Ferrari лучше не держать всю электрику включенной слишком долго при заглушенном двигателе. Иначе батарея сядет и придется подключать внешний пусковой источник. И если вы сомневались, задний ли здесь привод, да, привод задний. Объем багажника 270 литров. Два чемодана ручной клади помещаются рядом. Рюкзаки придется отправить на задние места. Вот, пожалуй, и все. Пространства немного. Глубина здесь 60 сантиметров. Ширина 80 сантиметров. А в передней части около метра. Высота порога 35 сантиметров. Мы только что разогнались примерно до 90 км в час в режиме спорт. V8 уже слышно. И большой тахометр быстро оживает. Спорт реакция острее. Подвеска немного жестче. Позже попробуем и другие режимы. Руль для меня все еще немного легкий. Даже в спорт хотелось бы больше обратной связи. Но хват удобный. Есть выемки под большие пальцы. А передаточное отношение прогрессивное. Особенно это заметно в более тесных поворотах. По мере увеличения угла руль становится очень острым и точным. А в комфорт все снова немного спокойнее. Машина ощущается более собранной и расслабленной. Смотрите, дорога здесь становится теснее, поэтому я еду спокойнее. Остаемся в комфорт, все нормально. В салоне не так уж шумно. И эту Ferrari действительно можно вести почти как обычный автомобиль. В суперкаре постоянно чувствуешь напряжение. Проезжаешь маленькую неровность и думаешь, не заденет ли днищем. Или все время кажется, что машине пора обратно на гоночную трассу. А здесь можно просто сказать: поеду за продуктами. И автомобиль не воспринимается как препятствие в повседневной жизни. Поэтому Амальфи подходит и для достаточно частого использования. Снова поворачиваю переключатель Михаэля Шумахера в спорт, и машина становится агрессивней. Коробка выбирает более низкую передачу, обороты выше. Амальфи резко заходит в поворот, а задний привод красиво выталкивает ее на выходе. Даже на более тесной дороге управляться с ней легко.
Это просто приятно. Особенно благодаря чистому заднему приводу и сравнительно небольшой массе. Машина действительно мощно выходит из поворота. В спорт может быть жестковато, особенно на таких не самых свежих дорогах. Но понижение передачи здесь настоящее удовольствие. Сразу получаешь больше оборотов. Подрулевые лепестки дают отличное ощущение, и до них всегда легко дотянуться, потому что они очень широкие, это здорово. На выходе из поворота чувствуешь, как задняя часть слегка доворачивает машину. С ней можно играть. Если хотите, чтобы коробка вообще не переключалась автоматически, включайте ручной режим. И вот эта грубая чистая мощность. Спорт электроника дает машине больше свободы. Можно немного пустить заднюю ось скольжения, не теряя контроль. Такое контролируемое веселье. И при этом машина умеет быть плавной. Особенно на более ровной дороге. Именно здесь появляется очень приятное, спокойное и контролируемое ощущение настоящего GT. А теперь сильно тормозим. В системе Brake-by-Wire нажатие педали считывается электронно, а дальше работает гидравлика. Но ход педали мне кажется слишком коротким. Диапазона, в котором можно точно дозировать торможение, немного. Хотелось бы больше хода и больше пространства для работы педалью. Теперь выезжаем на автобан. Ускоряемся. Тем временем лифт передней оси и ассистент экстренного торможения решили попрощаться. Ну вот, электронная неисправность, обратитесь к дилеру, просто отмечу этот момент. Выходим на автобан. Посмотрим, как она ускорится 60 км в час. Поехали. О, уже 100. Быстро. И заранее включаем указатель поворота. Теперь держим 100 км в час. И переключаемся в комфорт. Шум качения заметный, но асфальт здесь довольно грубый. Самое приятное на автобане – проходить такие дуги. Эта машина любит повороты на любой скорости. Посмотрим. Там приближается автомобиль. Теперь можно еще раз перестроиться. Включая поворотник. Перестроение проходит быстро, и его почти не замечаешь. Амальфи настолько устойчиво стоит на дороге, что смена полосы ощущается совершенно естественно. Теперь о комфорте сидений на длинной дистанции. Происходит именно то, чего я ожидал. Уже появляется боль в нижней части спины, потому что глубины подушки недостаточно. Феррари действительно стоит доработать сиденья, чтобы они подходили для долгих поездок. Подвеска для этого подходит без проблем. Поведение машины тоже позволяет ехать спокойно и комфортно. Здесь все хорошо. Главная проблема именно сиденье. На автобане приятно и перестраиваться. На 100 км в час кажется, будто машина почти стоит на месте. Настолько больше она умеет. Максимальная скорость 320 км в час. От боковых зеркал почти нет аэродинамического шума. Кузов действительно хорошо обтекается воздухом. Теперь и шум качения стал меньше, потому что покрытие изменилось. Так что это отличный автомобиль и для автобана. Например, чтобы спокойно проехать связующий участок между красивыми извилистыми дорогами. Надеюсь, вам понравилось это чистое удовольствие от вождения. А что вы думаете о Ferrari Amalfi? Несколько лет назад мы также тестировали Ferrari Purosangue. Это уже направление кроссовера от Ferrari. Тоже очень интересная машина. Только там 12 цилиндров вместо 8. Этот обзор можно посмотреть прямо сейчас.